Девчонки, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня хочу вам показать покупки, которые я совершила за последнее время. Покупки это будут с магазина L'Etoile, с турецкой Sephora и с турецких маркетплейсов. Начать хочу, как обычно, с уходовой косметики, потом перейдем к парфюмам и закончим декоративкой. То, что я отнесу к мелочевке, это тканевые маски от Elizabeth. Одна с медом, другая с гиалуронкой и витаминами. Я раньше не пользовалась масками этой фирмы, это корейский производитель. Нам обещают здесь супер питание и увлажнение, ну, то, что мы и ждем от ингредиента мед. А здесь улучшение цвета лица, ну, то, что мы и хотим видеть от витамина С. Тут, очевидно, нарисованы цитрусы. Для меня тканевые маски не must-have. Я пользуюсь ими редко, и эти закинула в корзину только чтобы добить сумму заказа, и уже о них расскажу, наверное, в пустых баночках, но в магазине L'Etoile на них были неплохие отзывы, и они достаточно бюджетные. Я из кадра их убрала, потому что они очень яркие, и боюсь, что будут портить картинку. Далее также в L'Etoile по акции. Вообще L'Etoile меня вверг в шок. Я немножко оторвана, конечно, сейчас от российского рынка, поэтому покупаю в российских магазинах, когда у меня есть возможность, когда кто-то у меня в России может мне что-то привезти. И я была в таком шоке от акций, которые были в L'Etoile. Там и кэшбэки огромные, и скидки довольно большие, и получаются очень выгодные цены. Я не знаю, с чем это связано. Расскажите, девчонки, так сейчас в L'Etoile постоянно? Что вообще происходит? В общем, я по акции, по какой-то смешной цене приобрела вот такое средство от Payot. Это средство... Боже мой, и века не прошло. В общем, это паста от воспаления. Давайте откроем. Я смотрела пару отзывов, отзывы были хорошие. Как-то давно что-то у меня было от бренда Payot, и, в принципе, помню, что меня это средство устраивало. Да, это паста, скорее всего, с глиной, которую нужно точечно наносить на проблемные зоны, и которая потом удаляется через какое-то время. На нее были неплохие отзывы. Я выбирала между вот этим средством и каким-то средством в ручке от Payot тоже, и на него были плохие отзывы, а вот на эту пасту достаточно хорошие. Я вижу, что здесь очень большой объем. Вот, посмотрим, как оно будет работать. Надеюсь, что мне подойдет, потому что у меня, в принципе, проблем нет, но когда они появляются, это очень неприятно. Вот, и подкожники лезут, и какие-то глубокие могут быть прыщики. Если уже какой-то уходовый крем у меня достаточно долго, и я не отследила его срок годности, у меня тоже может кожа давать на это реакцию, поэтому эта штука мне точно пригодится. Также я приобрела уже в турецкой Sephora вот такое вот средство для удаления макияжа с глаз от Bioterm. И если я не ошибаюсь, эта серия читается BioCils Waterproof. Здесь написано, что это средство для быстрого удаления макияжа с глаз, которое не содержит масла. Покупаю специально, потому что у меня закончилась моя мицеллярка последняя, которая мне жуть как не понравилась. Я решила в этот раз взять что-то подороже, проверить, будет ли разница вообще при нанесении на глаза, насколько бережно и нежно будет удалять с глаз макияж это средство. Вообще, я удаляю макияж с лица либо гидрофильным бальзамом, либо гидрофильным маслом, но на глаза я не могу его наносить, мне неприятно, у меня замыливается взгляд, потом очень неприятное чувство, поэтому мне всегда нужно какое-то альтернативное средство именно для очищения глаз. Вот, будем пробовать Bioterm. Также хочу показать вам лаки. На сайте Trendyol, это что-то типа турецкого Wildberries, я приобрела вот такой набор лаков от Pastel в нюдовых оттенках. Что-то я тут решила, что мне просто вот позарез нужны нюдовые лаки, и их совсем у меня нет. Поэтому приобрела сразу целый набор и осталась им полностью довольна. Вот так на типсах выглядят цвета, и мне кажется, они полностью закрывают потребность в нюдовых лаках у меня. Почему вообще я вам показываю лаки и почему именно пастель? Потому что, когда я выбирала себе, ну это, конечно, актуально для девчонок, кто пользуется обычными лаками, но
хочу обратить внимание именно на марку Пастель Вас, потому что когда я делала последний раз заказ на Wildberries и пыталась найти мои любимые лаки Essie, выяснилось, что теперь это запрещенка, и, в принципе, доступные качественные лаки, которыми я раньше постоянно пользовалась, теперь невозможно приобрести. В Турции подавно невозможно, потому что здесь рынок лаков очень ограничен именно турецкими брендами. Так вот, недавно я обратила внимание, что на Wildberries появилась марка Пастель. И для девчонок, кто иногда или постоянно делает покрытие обычными лаками, я вас хочу заверить, что лаки от Пастель, они по качеству, я бы даже сказала, лучше, чем лаки от Essie. Они плотнее, они пигментированнее, их можно нанести в один слой. Вот эти вот 4, несмотря на то, какой вот этот светлый и вот этот, их можно нанести в один слой. Они очень быстро сохнут, и они хорошо носятся. У меня примерно уже 10 таких лаков, и за марку Пастель я могу отвечать. Единственное, что на Wildberries, конечно, они стоят намного дороже, наверное, раза в 3, чем они стоят в Турции. Но это все объясняется, понятное дело, импортом и весом, потому что это стеклянные бутыльки. Тем не менее, просто вот, девчонки, кому надо, обратите внимание, Пастель выпускает однотонные в основе своей, насколько я знаю, лаки, но у них очень широкая палитра и очень приятные цвета. Вот. В общем, этой покупкой я закрыла свою потребность в нюдовом маникюре. Далее давайте смотреть покупки ароматов. Это то, что я приобрела, опять же, в магазине L'Etoile. Вообще, я очень люблю L'Etoile, я их постоянный клиент. Мне почему-то там намного комфортнее, чем покупать в Золотом Яблоке или где-то еще. У меня очень много там заказов. В общем, люблю я этот магазин, мне там комфортно. И я заказала несколько ароматов. Мне кажется, что с перенесенного мною ковида прошло уже достаточно много времени. У меня начинает просыпаться интерес к ароматам. Плюс еще, наконец-то, у нас становится не так жарко. И я понимаю, что зимой даже тут в Турции можно что-то на себя надеть, какой-то аромат. И вот я захотела пополнить свою ароматную коллекцию, потому что сейчас она у меня, конечно, очень скупая ввиду моего образа жизни. Давайте смотреть. Во-первых, я приобрела вот такую вот огромную коробку. Это лимитированная версия аромата Trussardi Donna. Это Livriera Collection. И это такой красивый флакон. Вообще, я его как увидела, я начала читать про этот аромат. И поняла, что он мне нужен. У меня раньше не было парфюмерии от Trussardi. Я знаю, что Donna достаточно старый и растиражированный, популярный и любимый многими аромат. Вот этот вот конкретно запуск Livriera Collection — это более интенсивная версия. Я прикреплю пирамидки ароматов. Давайте сразу обсудим, что я не специалист, у меня не тренированный никакой нос. Я все эти ароматы покупала вслепую, и для меня нормально покупать парфюмерию вслепую. Я смотрю на пирамиду, читаю отзывы от разных людей и делаю вывод, насколько мне аромат понравится. И все ароматы, которые я приобрела, я ни с одним не прогадала пока. Ну, просто, наверное, я проще отношусь, в принципе, к ароматам. Я знаю, что мне подходит, что мне нравится, и не жду от аромата чего-то там потрясающего. Это там будет ароматная пирамида всей моей жизни. Просто делю их на приятно-неприятно, и под какое настроение, и по какую погоду я это буду носить. В общем, я приобрела Trussardi Donna Livriera Collection. Безумно красивый флакон, очень тяжелый. Очень тяжелая белая крышка. Прямо она металлическая. Ну, либо там утяжелитель в ней. Очень качественно. Гончая. Показалось мне, что грубоват распылитель. Я уже носила этот аромат. Он приятный, он насыщенный. Вы знаете, я бы его описала просто как аромат ухоженной женщины. Причем именно женщины. То есть это однозначно 30+ для меня. Вот, я довольна, потому что это очень комфортный повседневный аромат на, скорее всего, осеннее время года. Мне он нравится, он слышен окружающим и приятен им. Во всяком случае, сын спрашивал, чем от меня вкусно пахнет. То есть даже для таких маленьких чувствительных носиков этот аромат не раздражающий. Я опять же прикреплю
пирамиду. Мне она понравилась. Я не скажу, что конкретно я что-то там слышу, отдельные какие-то ноты. Просто для меня это аромат женщины, которая ухаживает за собой, не жалеет на себя денег. Это забавно, потому что сам по себе оригинал Trussardi Donna очень доступный аромат. Конечно, вот эта Levriera Collection, она намного дороже, наверное, раза в 2, но, тем не менее, это не какой-то там дом нишевой парфюмерии, хотя у них вышла премиум линейка вот с этими песиками на крышках. И, наверное, в первую очередь я, конечно, повелась на гончую. Ну, как бы, простите меня, я эстет. В общем, это первый аромат Trussardi Donna Levriera Collection. Также я приобрела еще один бестселлер. Это аромат Mont Blanc Signature. Он также очень бюджетный. И также на него очень много хороших отзывов. И я смотрела также отзывы парфюмеров, что они в нем слышат и как они его оценивают. Вообще все эти ароматы я очень тщательно выбирала и все вслепую. Вообще все ароматы, которые я выбрала, они, в принципе, достаточно однотипные. Это теплые, уютные ароматы, которые создают комфортное такое ощущение самой себя, скажем так. Так я их оцениваю. И вот так выглядит Mont Blanc Signature. Очень красивый флакон. И пахнет этот парфюм дороже, чем он стоит, скажем так. Они, в принципе, по настроению очень похожи с вот этим парфюмом, с единственным только отличием, что здесь даже мой нос, не тренированный, скажем так, не искушенный, чувствует какую-то рассольность. Первый раз, когда я его на себя нанесла, я прямо отчетливо эту нотку рассольную почувствовала, но он настолько комфортный. Он мне понравился даже больше, чем Trussardi Donna. Он настолько слился вообще с моим ощущением себя. Для меня это также очень красивый аромат на повседневку в прохладное время года. Все пирамидки, опять же, я прикреплю. В этом аромате я гораздо отчетливее отслеживаю ноты, чем в Trussardi. Здесь я чувствую сливочность, цитрусы и вот этот какой-то рассол. Я не знаю, что дает этот рассол, но это на самом деле красиво. Красивый аромат и очень интимно. Вот он интимный. Этот более повседневный для меня, а этот более интимный, когда хочется какого-то уюта, комфорта, и когда тебе хочется как будто бы снизить дистанцию между тобой и людьми, с которыми ты будешь общаться. Классный парфюм. Я очень довольна, что он у меня появился. И последний парфюм — это Нарцисса Родригес Masque Noir Rosé. Masque Noir я также смотрела и думала, какой из этих парфюмов выбрать. В итоге выбрала версию Rosé. И этот уже парфюм для меня однозначно вечерний. Он пахнет для меня чем-то табачным. И это для меня аромат свидания. Очень привлекательный, очень заманчивый. Мне он понравился. Красивый аромат на выход. Все эти ароматы, как по мне, это не свежаки, естественно. Они на прохладное время года. Но для меня нет смысла брать свежий аромат, потому что когда тут жарко, я в принципе ничем не пользуюсь, это уже проверено. Я даже Chanel Chance Eau Fresh на себя надеть не могу. Мне кажется, что он меня душит. Поэтому вот это все эти 3 флакона я приобрела именно на сезон где-то с октября-ноября и по апрель. Вот. В итоге, несмотря на то, что все ароматы куплены вслепую, мне они все понравились. Также хочу сразу показать то, что мне надавала Sephora в подарки. И тут уже ароматы, которые мне понравились намного меньше. Не знаю, смысл ли есть о них говорить. Такие ароматы я сразу кидаю в тарелочку с колечками, которые у меня всегда на комоде стоит, чтобы быстрее их закончить, может быть, носить дома. Такие пробнички я никогда не храню.
Во-первых, аромат Кинзо, Flower by Kinzo, ну это просто изъезженная классика 2000-х, очень простой аромат, он мне не очень нравится, он все-таки простоват для меня. Насколько я понимаю, это какой-то новый аромат, какая-то новая версия Armani C, также не понравилась. Абсолютно. Даже не могу сказать, чем, но я вам говорю, что я не парфюмерный блогер, не специалист, просто не понравилось, не зацепило. Что-то более конкретное могу сказать про новую Gucci Flora. Возможно, кто-то ее хвалил. Я носила ее 2 раза. Так еще получилось, что у меня 2 этих пробника. Вы знаете, это неплохой парфюм, то есть в нем я чувствую какие-то ягодки, какую-то ежевику, может быть, ну какие-то вот именно такие ягоды типа малины, ежевики. Но они очень быстро на мне исчезают, и остается какая-то типичная база люксового парфюма, абсолютно не уникальная. И я бы сказала, что я не удивилась, если бы это был какой-то другой парфюм, другой, более бюджетной люксовой марки. То есть он не стоит своих денег, вот что я хочу сказать, потому что я не знаю, как в России, но в Турции вообще, в принципе, все парфюмы стоят очень дорого, безумно дорого. Например, Монблан в турецкой Сефоре стоит около 3000 лир. Девчонки, это 10 000 рублей, даже больше сейчас. То есть здесь очень дорогие пошлины на ввоз люкса и люксовой косметики в том числе, поэтому все стоит очень дорого. И Gucci Flora стоит, по-моему, также за 30 миллилитров около 3,5, за 50 миллилитров около 5000 лир. Вы можете умножить на 4 и понять, что это цена нишевой парфюмерии в России. То есть Поэтому я и заказываю парфюмерию в Литуале, мне ее потом привозят, потому что, ну, здесь дорого. Gucci не оправдывает свою цену. Хоть Sephora, конечно, и кладет пробники, но это просто приятная водичка, которая долго не держится. Через 2 часа это какая-то стандартная база, которой вот я и пахну там на протяжении еще нескольких часов. Абсолютно безликая, неузнаваемая, короче, на меня не сел. Если кому-то эти парфюмы, которые я сейчас показала, нравятся, я заранее, девчонки, извиняюсь, просто не мое. Что я еще приобрела в Литваль? Во-первых, также до суммы заказа я докидывала вот такой вот очень бюджетный карандаш для губ от DF Cosmetics. Я ее где-то у кого-то видела. Этот карандаш стоил около 100 рублей. Я подумала, что мне же нужен коричневый карандаш для губ. И, наверное, можно было бы взять какие-то более популярные марки, типа вот у Chic есть оттенок Гард, который все хвалят. Но тут есть такой нюанс, я не люблю точить карандаши. И вот хоть убейте, я от этого пытаюсь всячески увильнуть, поэтому все вот эти вот карандаши, которые не автоматические, я в принципе игнорирую. Поэтому взяла я этот карандаш только потому, что он был в коричневом оттенке, ну более-менее. И я что-то про него слышала, про эту марку. Были на него классные отзывы, и он автоматический, все. Вот такой тут оттенок. Мне кажется, оттенок красивый. Я на губах еще не пробовала. Потом как-нибудь с вами попробуем, и я вам расскажу. Еще покупки в Литве. Я приобрела вот такую вот базу подсвечивающую от Миша. Я решила попробовать. Подсвечивающие базы я люблю. Мне понравилось, что здесь помпа. И я посмотрела обзоры и поняла, что она должна быть достаточно сильно видна на лице. Ну, в смысле, что эффект вот этот вот подсвечивания должен быть достаточно очевидным. И вот я сейчас смотрю, что... Да, прямо видно это подсвечивание. Ой, прям уже хочется попробовать. Люблю я базы все-таки. Под макияж ничего не могу с собой поделать, особенно подсвечивающие. Пахнет странно. Просто каким-то уходовым средством, немножко олдовый такой аромат. Но не неприятный. Так, значит, база. Последняя моя покупка в Литваль — это
был бронзер от Dolce Gabbana из коллекции Solar Glow. Я очень люблю декоративную косметику от Dolce Gabbana. Мне она очень нравится эстетически. Мне вообще бренд Dolce Gabbana нравится. Я знаю, что он специфический, но мне нравится вот этот вот дизайн на грани потребительского китча. И я увидела по акции бронзер в потрясающем просто дизайне. Этот дизайн венецианской плитки. У меня есть пудра из этой же серии, но пудра, она выглядит дешевле, потому что у нее легкая упаковка, легкая крышка, а этот продукт достаточно тяжеленький, он действительно ощущается как люкс, он весь в золоте, и вот такой прекрасный узор здесь итальянский нанесен, просто любовь. В Турции также Dolce Gabbana стоит, наверное, раза в 2 дороже, чем в России. Вот вам и санкции, девчонки. Вот, выгоднее парфюмерию и некоторый люкс брать до сих пор в России. Боже мой, я вот как вспомню, какие у нас цены были на Guerlain, на Dior, да на Nars на тот же, на Dolce Gabbana, да на многие бренды. Блин, мы просто шикарно жили. Вообще-то в остальном мире цены на это раза в 1,5-2 дороже, блин. Так, здесь есть кнопочка, открывается он с кнопочки, и вот такой вот оттенок. У меня это оттенок 3 Golden Sand. Это сатиновый продукт, вот здесь вот, а здесь хайлайтер. Давайте посвотчим, я еще не прикасалась к нему. Красивые цвета. Хайлайтер не яркий, бронзер не темный. Как я воспринимаю этот продукт? Как то, что я буду брать вот такую кисточку, только побольше. Набирать его сразу в 2 рефилах и наносить на щеку так, чтобы с верхней стороны у меня была зона хайлайтера, а внизу уже скула и впадинка. Вот так. И мне кажется, будет потрясающий эффект. Кроме того, я думаю, что и как и большинство люксовых бронзеров, эти пудры будут настолько легко пигментированные, что, скорее всего, их можно будет наносить и на все лицо. Я в полнейшем восторге, что у меня получилось сделать данную покупку. Девчонки, присмотритесь, этот бронзер, по-моему, до сих пор на акции и, по-моему, до сих пор в наличии. Я уверена в качестве продукта, и дизайн — это вообще отдельный разговор. Просто красота. У меня остались косметические покупки из турецкой Sephora. И здесь у меня 2 палетки. Во-первых, так получилось, что у меня теперь в коллекции Natasha Denona Glam Palette. Изначально, когда она только вышла 3 года назад, я не хотела эту палетку, потому что я посчитала, что ее гамма для меня слишком серая, и она будет добавлять мне усталости. Есть у меня, видимо, из-за глубокой посадки глаз такая особенность, что если тени грязноватые, сероватые, они мне прибавляют бессонных часов, бессонных ночей, скажем так. Но так вышло, что она теперь у меня в коллекции, и я, тем не менее, рада, потому что все-таки это Natasha Denona, это любимица многих, эта палетка. И я с удовольствием буду ее пробовать. Я делала пока ей только один макияж. Я думаю, что многие девчонки видели эту палетку. Я использовала вот этот оттенок, по-моему, вот этот оттенок и какой-то еще, вот этот, по-моему. И мне понравился макияж. Получился совсем не холодный, но я, естественно, и брала самые теплые оттенки. Получился совсем не холодный макияж. Это, конечно, повседневные тени, в которых нету сильной какой-то блескучести, но здесь очень хорошие качественные сатины. Делается очень быстро ей макияж. Смотрится благородно, мягко и носибельно. На этой неделе я хочу попробовать сделать что-то более холодное, посмотреть, как на меня эта палеточка сядет. Сейчас я в своем, наверное, пике загара. Я хоть тут в Турции и защищаюсь от солнца как могу.
тем не менее, все равно у меня лицо сейчас темненькое для меня. И вот хочу посмотреть, как на меня сядут эти тени. И последняя моя покупка, это, конечно же, Natasha Denona I Need a Nude Palette. Наконец-то она мне приехала в понедельник. Я ее ждала неделю после заказа, очень волновалась, что она мне в итоге не дойдет. Тут, конечно, с турецкой Sephora никогда не угадаешь. Палетку Юка я у них вообще еле выцарапала, можно сказать. У меня муж буквально бегал за курьером, потому что курьер не мог найти наш сите. И просто 2 раза отменял доставку. Тут вроде все прошло гладко. Вот. Думаю, что вы уже видели и у меня на обзоре, и у других девчонок эту палетку. Она, конечно, потрясающе выглядит, потрясающе. Прекрасный вариант повседневной носибельной гаммы. Я приложу, наверное, полные сводчи этих палеток 2. С вами посводчу парочку оттенков, которые мне больше всего понравились. Конечно же, мне больше всего понравились персиковые оттенки. Я ее, наверное, бы скорее не стала брать, если бы здесь не было таких вот теплых матовых. Просто из опасения, что она не подошла бы мне. Но в итоге я рада, что я взяла. Вот этот оттенок Muse, самый блестящий, который по своей формуле такой же, как оттенки из палетки Юка. И вот этот вот оттенок Mia, розовенький, который очень тоже интересный по формуле. Вот сейчас можно сравнить, насколько в действительности ярче шиммеры в палетке I Need a Nude. Палетка Glam тоже по-своему прекрасна и по-своему хороша. Вот я вам и показала все свои покупки за последние несколько недель. Здесь совсем немного продуктов, но у меня было такое настроение стремиться не к количеству, не набирать слишком много, а взять самое-самое классное, то, что мне больше всего хотелось. Спасибо, девчонки, большое вам за просмотр. Всем вам отличных покупок, чтобы вас радовала ваша косметика. Всем пока-пока!